Пришла, пора мне красить волосы. Очень хочу вам немножечко тоже показать. В этот раз не забуду, как видео с готовкой 100%. А сейчас переместимся в ванную или куда-нибудь, где будет удобно это делать. И, собственно говоря, все покажу. Сразу скажу, что крашусь я сама, потому что могу себе это позволить. Потому что по профессии я парикмахер-колорист. Это основной мой род деятельности, основная моя профессия, самая любимая. И я знаю, что я делаю, как я делаю, зачем я это делаю и какие будут последствия. То есть не надо делать так же, в принципе, не надо дома краситься, особенно осветляться. Сейчас форточку открою. Ну, правда, если вы не уверены в результате или у вас 7 пятниц на неделе, вы сегодня хотите один цвет, а завтра другой, через месяц третий, то забейте, оставьте это мастерам лучше, потому что они сделают все качественно и сделают все так, чтобы вам потом не приходилось терять свои волосы. На самом деле, вот честно говоря, я не из тех мастеров, которые прям запрещают дома краситься абсолютно вот никак нельзя вообще. Нет, наоборот, я спокойно к таким штукам отношусь, достаточно спокойно. Иногда могу даже посоветовать какие-то пигменты, допустим, для поддержания цвета самостоятельного дома. Но я категорически против домашних осветлений, если вы не профессионал. Во-первых, самого себя осветлять очень сложно в целом. А во-вторых, если вы хотите прийти к какому-то результату хорошему, сделайте это у хорошего мастера. Все, здесь других вариантов нет. Вы видели все миллионы этих видосов в интернете, как девчонки осветляют волосы самостоятельно, они у них отваливаются и превращаются в кашу. Так вот, это не вымысел, и такое реально может быть. Поэтому, если вам нужно просто поддержать цвет, и вы, в принципе, не собираетесь из него выходить, то красьтесь, конечно, окей, покупайте себе прямые пигменты, разбирайтесь, может быть, как-то минимально с этим. Лучше всего проконсультируйтесь, опять же, с мастером, чем можно поддерживать цвет, какой стойче, какой лучше, какой качественнее, окей, базара ноль. Но если вам надо что-то сложное, какие-то, может быть, выводимые цвета, может быть, какие-то блонды, может, вы хотите от черного избавиться, да что угодно, идите к мастеру, вот серьезно, просто вот соберитесь и сходите. Ну и последнее, что скажу, я крашу корни осветляющей краской. Это еще одна тоже сложная хренотень, с которой тоже лучше идти к мастеру, потому что все, что может осветлить или может застрять, или может что-то сделать такое прям кардинальное, лучше вот опять же с профессионалом. Я 100 раз это повторила и еще раз повторю. У меня ситуация какая? У меня темная челка, у меня отросли корни, и сейчас же надо волосы распустить. И у меня вот эта вот вся красная хрень, которую надо обновить. По длине я прохожусь пигментом, корни крашу отдельно, черный вот здесь вот темный, это тоже пигмент, он тоже выводится, но как бы он пока есть. Может быть, я его обновлю, может быть, нет. Посмотрим. Но вот красный точно надо пройтись. Покажу. Первое, что я делаю, это, конечно же, расчесываю свои волосы. Стараюсь делать это максимально осторожно. Далее я почему-то смешиваю краску сначала, до того, как разделила волосы на проборы. Вообще лучше, конечно, наоборот, но я делаю так. Не знаю почему. Затем вот как раз показываю, как я делю. Получается, как будто бы на 4 части условно делится голова, но вот сначала мы будем работать с одной частью, собственно говоря, ее выделяю, остальное закалываю. И начинаю наносить. Ровно по корням. Я никуда стараюсь не заезжать на длину особо, потому что она уже и так крашеная, перекрашенная, осветленная, хватит ей уже страдать. По крайней мере, осветляющую краску, которую я использую для корней, для длины я не использую. Вот так аккуратненько по проборам. Не очень толстые стараюсь брать пряди, потому что толстые и больше риска не прокрасить. Ну, средненькие где-то на грани с маленькими скорее даже. И вот так аккуратненько, прядь за прядью, все прорабатываю.
другой стороны делаю все то же самое. Убираю назад часть, которая мне не нужна, и также делю, также прохожусь по корням. Ну, в общем-то, ничего нового. Сзади, конечно же, намного сложнее. Здесь уже волосы я как-то по-другому распределила. И, просто тоже прокрашиваю также по проборам. И обязательно проверяю через зеркало, что я там накрасила и все ли хорошо. Кривляние обязательно. В конце, когда я уже все нанесла, я еще раз чекаю, что у меня там вообще происходит, что я себе накрасила. Если вижу какие-то сомнительные вещи, я прохожусь еще раз краской, просто дорабатываю, какие-то мелкие косяки смотрю. Выползла на нормальный свет, засекла время выдержки корней. В ванной свет не очень, но я надеюсь, что это никак не испортит картинку особо. Длину буду красить сейчас, смою корни и буду наносить вот этот вот краситель Manic Panic в оттенке Vampire Red. Это мой самый любимый оттенок, в принципе, очень уже давно. Он странно сейчас выглядит в баночке на камеру, но он очень красивый, прям как раз тот самый идеальный красный, который я обожаю. Что еще хочу сказать? С этим брендом я работала. Он в целом достаточно неплохой, известный. Я думаю, что все, кто смотрит это видео, знают или слышали об этих красителях. Что скажу, не все оттенки у него удачные, но в целом очень даже хороший краситель. И если, как вы заметили, корни я наносила без перчаток, вот чуть-чуть только испачкалась, и получилось достаточно чистенько в целом, не считая там каких-то мелких моментов, то вот этот товарищ будет просто везде, и это нормально. Из самых больших его минусов, я знаю, многие такое не любят, очень долго будет у вас цветная вода, и когда у вас будет свежее окрашивание, вы будете красить подушки, полотенца, все светлые эти воротнички, там, если носите светлую, какие-то рубашки, там, например, или водолазки. Вот это надо учитывать. Это все отстирывается, и, никаких проблем, но кого-то это бесит, и я это знаю. Мне пофиг. Пачкается, не пачкается, подушки, не подушки, вообще насрать. Но учитывайте, если хотите этим покраситься, что будете пачкать. Прям все, к чему прикоснется ваша голова. Так как челка у меня темнее, и красить именно красным я ее не собираюсь, я ее просто скручиваю в жгутик и убираю, чтобы она просто не мешала и не лезла в глаза. Далее уже перехожу к прямому пигменту. Здесь уже можно и по корням пройтись, просто закрепить результат. И обязательно, естественно, прокрашиваем длину. Все то же самое, те же проборы, те же небольшие прядочки. И прокрашиваем, не забываем расчесывать, добавлять краску, если кажется, что ее недостаточно. Вот так потихоньку. На корни, на самом деле, ее не обязательно наносить, но мне кажется, что так лучше. И плюс ровнее, и красивее. В общем, это, наверное, мои заморочки, хотя на самом деле в большинстве случаев это правда выглядит получше. Так прорабатываем пряди. И вот что у меня получилось. Цвет очень сильно зависит от освещения. Иногда кажется темнее, иногда кажется ярче. Это нормально. Спасибо за просмотр и до следующего видео.